Представители Кремля могут попасть под международные санкции за вмешательство в дела нашей страны. Такие меры предусмотрены актом о демократии в Беларуси, который был утвержден Сенатом США в конце прошлого года. Данный документ уделяет много внимания усилению российского контроля над Беларусью. И это неудивительно, ведь Путин часто говорит о том, что политический кризис в нашей стране – это наши личные дела, в которые Европа и Америка вмешиваться не должны. При этом он не перестает выдавать кредиты на поддержку нелегитимного, а также снабжает его своими пропагандистами и росгвардейцами. Более того, белорусам до сих пор неизвестно, о чем Лукашенко и Путин договорились в Сочи. По имеющейся информации, два диктатора вели торги о независимости Беларуси. К счастью, превратить нашу страну в разменную монету у них вряд ли получится. В соответствии с актом о демократии, Конгресс США намерен заняться блокировкой счетов должностных лиц так называемого союзного государства, а также всех, кто причастен к репрессиям, фальсификациям выборов. Кроме того, те же лица, вне зависимости от их гражданства, столкнутся с визовыми ограничениями. Что ж, кремлевским лидерам следует хорошо задуматься, что для них важнее – пересидевший диктатор или их активы в США, которых они непременно лишатся, если продолжат прикармливать Лукашенко. Северные страны намерены бойкотировать чемпионат мира по хоккею, если его не перенесут из Беларуси. Об этом заявил представитель сборной Дании Ульрик Ларсе, отмечая, что скандинавские команды внимательно следят за происходящим в нашей стране и критически относятся к политике нелегитимной власти. По мнению Ларсена, бойкот – это крайняя мера, к которой придется прибегнуть в случае, если Международная федерация не изменит мнение относительно места проведения чемпионата. Напомним, что в конце декабря стало известно о планах главы Федерации Рене Фазеля посетить Минск и лично сообщить Лукашенко о переносе турнира. Несмотря на это, белорусская сторона, как ни в чем не бывало, продолжает подготовку к ее проведению. Судя по всему, команда нелегитимного надеется на то, что его теплые отношения с Фазелем помогут разрулить ситуацию. Однако в этот раз дела обстоят иначе. От Лукашенко уже отвернулось все мировое сообщество. И вряд ли руководитель международной организации станет рисковать своей репутацией ради последнего диктатора Европы. Главный эксперт по пропагандистским извращениям на государственном канале Григорий Озаренок выкатил разгромный репортаж о протестах в США. Естественно, не обошлось без сравнения с ситуацией в нашей стране. По мнению Озаренка, белорусский ОМОН на фоне американских копов просто какой-то благородный клуб джентльменов, да и протест у нас идет вяло. А далее, как говорится, Гришу понесло. Корреспондент Геббельс ТВ с надрывом распинался о якобы нечестной победе Байдена, спровоцировавшей такую реакцию американских консерваторов. И на полном серьезе решил вспомнить слова своего любимого босса о том, что Минск должен стать новой столицей США. Тогда не американцы будут учить нас демократии, а Лукашенко – Штаты. Отметим, что особый восторг Озаренка вызвало то, с каким энтузиазмом американцы штурмовали Капитолий. Складывается ощущение, что мирные протесты в Беларуси провластного журналиста совсем не устраивают. На любое действие всегда найдется противодействие, особенно когда речь идет о Лукашенко. В ответ на его запланированный маскарад под названием «Всебелорусское народное собрание» наши айтишники запустили независимую платформу под названием «Сход» для проведения своего собрания, которое состоится в конце февраля. Создатели платформы предлагают механизм с прозрачным процессом выдвижения и выбора делегатов, которые вместе обсудят актуальные для Беларуси вопросы и выработают решения. Данная инициатива позволяет каждому белорусу выдвинуть свою кандидатуру по одному из 328 участков Беларуси, быть выбранными и представлять интересы общества. Пока нелегитимные его сторонники делают все втайне от народа, проект «Сход» опирается на законодательство о местных собраниях и работает по принципам прозрачного и открытого формирования народного представительства. Для выдвижения своей кандидатуры необходимо заполнить анкету на сайте schodbelarus.org и записать видеообращение. На этом же сайте в конце января начнется голосование. Все сессии Схода пройдут онлайн и будут транслироваться в прямом эфире. Видимо, зря нелегитимный в последнее время так сильно злил айтишников. Переполненные классы, использование бесплатного детского труда и отчисление из вузов за несколько пропусков. Это далеко не полный список того, с чем столкнутся белорусские учащиеся после вступления в силу нового кодекса об образовании. Идея полностью переписать действующий законодательный акт пришла в голову министру образования, по совместительству ярому коммунисту Игорю Карпенко. Итогом его трудов стало фактическое возвращение в советские времена. Так, например, в нашу страну возвращается обязательное среднее образование,
Учиться придется 11 лет, а возможности закончить школу после 9 класса уже не будет. Кроме того, новый кодекс отменяет ограничения по наполняемости классов. Это значит, что белорусские дети смогут узнать, каково было их старшим родственникам заниматься в классах по 30-40 человек. Отдельное внимание Карпенко уделил 6-му школьному дню. Если раньше по субботам ученики могли заниматься только факультативами, то теперь им придется в любом случае посещать школу, чтобы выслушивать патриотические лекции и заниматься любыми видами добровольно-принудительных активностей. Небольшим бонусом для выпускников станет сокращение последнего учебного года на 5 дней для подготовки к экзаменам. Однако в дальнейшей студенческой жизни расслабиться тоже не получится, ведь за пропуск всего 4 дней в семестре будет грозить отчисление. Минские коммунальщики не справляются со снегом, поэтому Мингорисполком обратился к столичным предпринимателям с призывом о помощи в уборке обильных осадков. Это напомнило 2016 год, когда исполкомы белорусских городов через СМС убедительно попросили жителей убрать снег в своих дворах и вокруг машин. Такое поведение властей стало причиной для массовых насмешек в соцсетях. Хотя в этот раз у предпринимателей есть особое решение проблемы – выкрасить снег в красный цвет. Тогда и ЖКУ, и МЧС хватит на борьбу со стихией. И это все на сегодня. В это воскресенье в 14:00 по минскому времени не забывайте включать наш прямой эфир, посвященный самым важным событиям, произошедшим за эту неделю. Не забывайте также тепло одеваться, когда соберетесь гулять во всю мощь. Берегите себя и живи Беларусь!